Здравствуйте. Очень много говорят про то, как правильно силиконить швы герметиком, силиконом. То есть так долго видео делают. Реально времени, то есть занимает очень мало, и расход силикона очень небольшой. То есть все, что вам нужно, бутылка с жидким, не жидким мылом, обычная вода. Здесь мыло, буквально жидкое мыло, любое, которое вы используете, чтобы раствор был такой мылистый. То есть добавляйте ровно столько, чтобы пальцы были намылены, ну как бы мылистые. Вот такой вот, достаточно, вот. Все, вот этого достаточно. Здесь вот на эту бутылку добавлено, может быть, 3 миллиметра, короче, дно покрыто примерно мылом, все остальное вода. Вот это самое важное, что должно быть когда ты делаешь силикон вокруг ванны. Второе, на что нужно обратить внимание, то есть очищайте все, чтобы у вас поверхность была сухая. Вот этот шов, который вы будете силиконить, чтобы он был сухой. Это важно. Значит, второе, то есть наполняете любой силикон, любой, без разницы, там есть за 10 минут, короче, цена силикона от $5 до 12. Это один и тот же силикон, я не понимаю, я пользовался разными, я не понимаю, в чем разница. Это просто маркетинговый ход для того, чтобы выжать денег. Я беру самый дешевый силикон, то есть встаешь сразу удобненько, чтобы попытаться сделать одинаковый ровный шов. Шов причем делаете, вот кончик срезаете совсем немножко, чтобы примерно было вот как носик идет. Сейчас я попробую снять это ближе. Вот смотрите. То есть вот столько нужно силикона тратить. Совсем чуть-чуть упираете прямо в шов и стараетесь вот проходить. То есть не надо выдавливать пол тюбика на один шов. Чуть-чуть пропустили, как бы не очень хорошо, но не страшно. Потому что вы когда шов будете проходить, все, доходите до конца. Все, силикон отложили в сторону. Второй этап. Это не то, что здесь внутри, обычное мыло, обычный состав. Все, то есть мочим. Не забудьте, перед этим должно быть сухое все, чтобы силикон хорошо прилип. Все, то есть вот так вот побрызгали. Потом берем вот резиновая, вот такая вот, не знаю, как это называется, Калкин аппликатор. И все. И вот вставляем вот так вот и выдавливаем. То есть он идет идеально. Оп, то есть много. Сбросили. Посмотрите, какой шов идеальный. То есть раньше я клеил какие-то скотчи, что-то там пальцем потом давил. Самый простой вариант. Здесь вот так вот надо. Так, сбросили. Посмотрите, какой идеальный получается шов. Без всякой
Без всякой мазилки, без всего. Так, здесь надо чуть-чуть подбрызгать. То есть вот вставляем и давим. Все. Вот столько осталось. Некоторые там полтюбика выдавят. Вот эта вода, все. То есть второй раз вы можете еще раз пройтись поверху. Посмотрите, какой идеальный получается шов. Идеальный. Я сейчас сделаю все то же самое с этой стороны. Я говорю, самое главное, не забывайте. То есть, вот. Так, носик ставим. Сухое, должна быть сухая поверхность. Стараемся туда вдавить, но опять же ровно столько, чтобы его не было прямо много. Второй раз вы можете сделать это, уже все, откладываем, все, и брызгаем. Второй раз вы уже можете еще, если вы сделаете плохо, ничего страшного, вы можете это сделать второй раз. Но когда уже силикон высохнет, потому что если вы его будете сейчас опять тормошить, то он будет, то есть тянуться, будет неровный. Вот видите, сколько. Вот вытираете. И опять продолжаете. Мыло в этом отношении очень важный фактор скольжения. То есть без мыла ничего не получится. Я пробовал раньше слюнями что-то там мазать. Не получается. Так как вот по вот этому способу. Самый простой и самый надежный. Вот. Потом, вот я все это делаю. То есть по периметру вот это прошелся. Все. Понравилось видео? Ставим палец вверх, подписываемся на канал. Все, всем пока.